Всем доброе утро. Сегодня поливала этих красотуль малявок, которые ко мне приехали неделю назад. Мы с вами делали распаковку, вы все ее видели. В общем, смотрите, что происходит. Я здесь, пользуясь макросъемкой, пытаюсь увидеть хоть какое-то движение, но тщетно. Это красавица Матильда Сплэш. Ну, вы посмотрите, какой она имеет размер. Она адаптируется, она приехала высаженная. И знаете, что мне непонятно сначала было, а теперь я поняла, что она, девочки, посмотрите, походу она засушила вот этот свой усик. Да. Я сначала думала, что он живой, а мне кажется, он никакой не живой. Слушайте, листики у нее прекрасные. Но я не знаю. Стоим, думаем, размышляем. Нигде я не вижу никакого движения. Нигде. Нигде никакой почечки. Ну вот здесь, вот видите, есть зачаточки. Зачаточки чего? Новых ростов? Корней? Ну, наверное, корней. Я так понимаю, если срезать этот узел, то из этих почечек пойдут корешки, да? Но листика здесь уже не будет. Возможно, здесь может образоваться усик. Кстати, вот, да, видите? Она таким образом может разветвиться. Ну, хорошо. А посмотрите, девчонки, какая она пушистая. Вот так не видно. Видно на макросъемке. Так, рядом с ней Куртиси. Куртиси мне очень понравилась своими листиками, такими, знаете, в виде пик. Пиковая дама я ее называю. Но у нее здесь дела обстоят получше. У нее здесь два ростика. И вот смотрите, один из ростиков вот так вот пытается уже сформировать следующую пару листьев. Но не красота? Видите? Супер. Супер. Куртиси. Вот второй ростик. Тут вообще все интереснее. Ребята, гляньте. Посмотрите на эти мимимишные листочки. Они просто мимимишные. Это просто что-то с чем-то. Один из них имеет такую цветоножку. Как она называется? Не цветоножка, это ж листик. Ножку такую, смотрите. Темного окраса. Ну, в принципе, взрослые тоже. Вот здесь что-то вот корешки были, отсохли. Ну, классные, классные. Такие классные. Нравятся мне очень эти хоечки. Так, Буртиси меня расстраивает. Но она меня радует тем, что она не пропала. Пока еще все нормально. Я заглядываю сюда в серединку. Переживаю, чтобы не началась вот гниль на листьях. Но в серединке я ничего не вижу. Никакого движения. Хотелось бы, чтобы вышел какой-то намек на то, что она уже начала свой рост и какой-то усик дала. Ничего, девочки, нет. Тишина. Она, видите, с заливочкой с такой в серединке. В общем, вот так. Вот такие дела с этим нашим контейнером. Так, кто у нас здесь? Друзья мои, сегодня я была немножко расстроена, потому что вот сняла здесь на эскимо. Листик пожелтел, потому что он касался грунта. Вот он касался грунта и пожелтел. По эскимо я тоже особого движения не вижу. Хотя, может, мне так кажется. Давайте посмотрим поближе. Просто вот проникнемся в тайны. Ну, вот какая-то почечка, видите, зелененькая есть. Что-то там есть. Смотрите, ребят. Ну, может быть, может быть. Но не хотелось бы потерять эту красоту. Дело в том, что корней я пока не наблюдаю. Слушайте, я просто о хоях всегда судила по своим двум хоям взрослым, по своей карнозе и публикатус
Silver Pink. Но они не жадные ни на корни, ни на побеги, ни на листья. Ну, с цветением такое, в зависимости от освещения, от условий. Я заметила, если уберешь где-то вглубь комнаты, все, не дождешься. Ну вот я думала, что все хои так себя ведут, что они вот так воткнул, и она себе растет. Угу. Конечно. Я сейчас смотрю, что, ну, пока еще адаптация идет, первая неделя у меня дома, но уже, видите, там какие-то движения. Но вот эта красотка, вчера буквально про нее смотрела много видео, и девчонки многие жалуются, что она как-то так с трудом она так растит. Ну, она растит свои веточки, лозу свою прекрасную, но она не быстро и неохотно это делает. Понимаете? Вот эта куртисия, мне кажется, она будет быстрее всех растить свои прекрасные листики. Так, вот здесь еще 3 штучки у меня. Девочки, этот черенок мы с вами воткнули. И на удивление, вот, ну, как бы так должно быть, он был без корней. Не знаю, есть там корни или нет. Это вот это Black Leaves. Это Кранхиниана Black Leaves. Кранхиниана, которая мне презентом пришла. Мне подарили срезку. В общем, листья, пока в дороге были, они были завялые, такие, привяли, сморщились. Но когда я поместила вот так в перлит, просто мы с вами засунули, засыпали, полили, я потом полила, и вот они распрямились вот так вот. Такая красота. Я не знаю, как долго держать в перлите, девчонки. Я написала продавцу и спросила, вот тут еще 2 шкхуи у меня в перлите, которые от нее пришли в перлите. Это вот этот ETS 10, вот такой вот, он, видите, вариегатный, или как это, сплэш, путаю всегда сплэш, вариегатность. Я говорю, как долго мне еще можно держать в перлите? Она сказала, месяц, максимум 2, то есть можно держать. Я себе думаю, ну пускай сидят, давайте уже, вот они ко мне приехали 13 числа, и вот 13 числа я вот этот черенок посадила. Думаю, давайте дадим им месяц. И через месяц мы с вами их отсюда вытащим. И посмотрим, насколько там много корней, что там вообще происходит. Потому что сквозь баночку ничего не видно. Это, кстати, хешкелиана. Вот так она закопана. Она очень красивая. Вот такая вот красотка. Ну, пока не знаю даже, что там происходит, девочки. Сегодня поливала, буквально вот так по чайной ложечке тепленькой водички им поналивала. Смочила перлит, потому что мне сказала продавец, что перлит быстрее просыхает, чем уже высаженные. Девочки, и знаете, ой, не спешите никогда их пересаживать в большие стаканчики. Вот мне кажется, что Матильда даже в большом стакане сидит. Потому что вот этот тормоз в росте, он говорит о том, что слишком большая емкость. Вот чем меньше, тем лучше развивается листовая масса. Вот это секрет выращивания хои, оказывается, такой. Это как бы я знаю по отношению к многим растениям. То же самое по отношению, девочки, к нашим любимым орхидеям. Потому что, конечно, больше почему-то развивается быстрее верхняя часть, когда нижняя в стесненных обстоятельствах находится. Вот так устроены растения, понимаете? И, конечно, я так смотрю, что вот эти посадки, если тут все выживет, останется, они у меня долго очень будут в этих стаканчиках. Единственное, что чтобы они там не переваливались, если, например, уже вот эта надземная часть будет намного больше надземной, да, подземной, и будет переваливать, надо делать какие-то кашпо устойчивые, можно какие-то керамические плошечки и в них ставить. В общем, что с этими делать, я не знаю. Я не знаю, разовьется ли какой-то побег в посадке с перлитом. Но пока я по совету продавца вот так оставляю еще недели на 3, а то и на 4.
пускай сидят. Если, девчонки, вот именно вот что-то пойдет интересное вот в этих баночках, именно в перлите, я, конечно, вам скажу. И я, кстати, сейчас вам покажу. Я, по примеру вот этих посадок, обрезала свой варигатный фикус Бенджамина. И я его тоже посадила точно так же в перлит на наращивание корешков. Я подумала, зачем засовывать в водичку, хотя фикус Бенджамина, вы все знаете, он очень легко наращивает корешки просто в стаканчике с водичкой. Я тоже насыпала перлита и тоже сунула буквально на днях туда 3 веточки, обрезанных мною от фикуса. И прекрасно, все прекрасно. Слушайте, ну вот нравятся мне вот такие расцветки. Когда придет время, и они хорошо укоренятся, они начнут хорошо расти. Очень переживаю вот за эту Буртониана, да? Вот, девочки, я забываю. Вот когда у вас там вообще по 100 с лишним сортов, Буртония, я видела, какая она красивая, конечно. Я переживаю, чтобы она не того у меня, девчонки. Мне все время кажется, что у нее подгнивает основание листика в земле. Ну, надеюсь, что это мне кажется. Но как по-другому ее высадить? Так высадил продавец. Вот эти хойки я не высаживала. Там только у нас с вами на видео кувыркнулась эскимо, вместе с корнями вылетела при распаковке. Но мы квалифицированно ее обратно поместили. Надеюсь, что она не обиделась на нас. И корневой рост пойдет быстро. Эскимо, конечно, интересное. Вот это интересное тоже. С аббревиатурой ETS-10. Ну и покажу вам свою карнозу. Она сейчас у меня стоит здесь у сына. Дело в том, что она у меня стояла на лоджии все лето. И она потеряла, видите, немножечко вот этот сплэшек. Нарастила кучу усов. Она пыталась там куда-то идти. У меня тут такое прям, знаете, кубло. Она у меня постоянно растет. Я вот вспомнила, рассказывала когда-то на своем канале вам про эту карнозу. Дело в том, что... так говорю, почему я поставила сюда? Потому что здесь солнечный свет, и она со временем вернет своим листьям декоративность. Будет более привлекательна, и здесь она быстрее зацветет. У нее есть там цветоносы есть. Я их встречала на старых ветках. Было много цветоносов, она уже достаточно взрослая. Так вот, этой хвои уже 24 года, чтобы вы понимали, девочки. Был период, когда я ее просто вот так вот снесла. Вот просто. Вот она в этом горшке, ну, наверное, уже лет 6. Я просто снесла ей весь, вот так ее обрезала, вот полностью. Она меня достала. Почему? Потому что она везде лезла. Новые листики. Она везде лезла, стояла у меня в кухне. Бок хвои этой был обгоревший на прямых солнечных лучах. Она цвела как ненормальная. Я постоянно обрывала эти корзинки. Вообще я не понимала в хвоях, вообще не понимала, что это такое за лиана. И мне очень, да даже и сейчас, не нравится резкий запах именно карнозы. Когда их много, понимаете? Когда их много, когда они... много корзинок, и они, когда все зацветают разом, это капец, это можно угореть. И именно когда ты собираешься спать, а у них начинается банкет. Они ждут, когда к ним опылители слетятся на очередной банкет, понимаете? Это что-то невероятное. В общем, я ее подрезала под корень и думала, все, задвинула горшок, где-то там поставила. Потом смотрю, она, там было такое, знаете, шириной 3 пальца, такие старые. Вот сейчас даже не подлезешь, это не покажешь. Это удивительно. Там прям такие, знаете, ветки, как у дерева были. И с этих веток я думала, ничего уже не будет. Ну что вы думаете? Так, а мне показалось или там мелькнула где-то корзинка? Зонтик, не? Показалось. И это самое, она, в общем-то, заново вот это все нарастила. Вот за пару какие-то там, за какое-то небольшое время она это все нарастила. В общем,
Я даже себя ругаю, что я к ней так относилась. Она красивая, она красивая. Сейчас я даже смотрю на нее по-другому. Но я всегда где-то внутри себя думала, ничего себе, ну, преклонялась перед ее возрастом. Просто когда растение уже достаточно взрослое, ты думаешь, ничего себе. Девочки, замиокулькас шлет вам привет. Эти новые стебли у него, листья огромные, повырастали, толстенные. Вот буквально за пару недель продолжают рост. И вот это вот чудо-юдо вышло. И, в общем-то, понимаете, что я вам скажу? Она у меня вот так вот не проблемничала. И мне вот недавно захотелось хую вот эту трехцветную карнозу. Но меня останавливает то, что, зная, что все хои, которые карнозы, они растут по-сумасшедшему. И когда, если у вас, ну, как бы не теплица, и нет у вас там большого помещения, то как бы проблематично такие большие растения содержать. Возможно, если это растение большое, но оно популярное среди садоводов и любителей растений, то вы там будете их срезать, обновлять, черенковать. А когда это обычная вот такая хоя, которая есть, наверное, в каждом уже доме, листик большой у нее, видите, то, конечно, вы уже 100 раз подумаете, надо ли вам такое бурно растущее растение. У меня была идея купить ей, и уже были такие варианты, когда я ставила ей подставку, накручивала, но в итоге потом не было ничего видно. Пускать ее по стенам я не хочу, потому что я люблю взять, отнести и продушевать. Хои желательно не брызгать, их лучше душевать хотя бы раз в месяц для того, чтобы смыть с листовой пластины всю пыль. А обрызгивание, оно как бы не имеет какого-то хорошего эффекта. Слушайте, она тут прям ярусами, уже этих палочек не видно, подпорок, на которые она, за которые она крепится. Просто вот так этажами накручено. Этажами. Естественно, не хватает света из-за того, что плотно вот так накручивается. И плети идут искать опору, поэтому они вот такие вот галехонькие, знаете, без листиков. Они потом, конечно, со временем обрастут, но со временем. Очень усы длинные, вот такие вот. Бывает, что я их даже ломаю нечаянно, когда там начинаю их как-то закреплять. Такое тоже бывает. У меня не менее эффектная публикалис. Сейчас я вам покажу публикалис. Она у меня осталась на лоджии. Та тоже эффектная. Но я решила их разлучить, потому что это стояло на уровень ниже. И она меньше получала на северной стороне, меньше света. Мне все-таки захотелось, чтобы она немножко заиграла какими-то более яркими красками. И нашла я такое местечко, там, где, в принципе, никто не спотыкается об нее, и она так хорошо стоит, и на нее падает солнечный свет. Сейчас идемте, покажу вам публикалис. А вот мы с вами уже на северной лоджии. И вот посмотрите на этого красавца. Это публикалис Silver Pink. Вы только смотрите, вот так я вам покажу. Вы посмотрите, какой у него огромный листовой аппарат, как я говорю. Он вот, у меня небольшая ладонь, ну не детская, ну такая, ближе к детской, сказал бы мой муж. Ну вот такие вот, смотрите, длинные, обалденные листья публикалиса. И вот когда особенно стоишь снизу от него, эффект джунглей обеспечен. Он тоже цветет такими, девчонки, шарами яркими, алыми. Вот у него цветоносы. Но что-то в этом году я в начале лета пообламывала. Нельзя обламывать цветы. И, видимо, я нарушила на цветоносах вот эти почки. Понимаете, что натворила? Психанула, девочки. Сильно ароматил.
Там где-то поискать, там много было. Какой-то год, вот еще цветонос. Вот, смотрите. Вот цветонос. Может, у нас там детки кричат. Я прикрыла окно. Смотрите, как интересно. Это вот так вот он будет этажами наращивать бутоны. Ну, что-то, видно, ему нет настроения. Ну, кто знает, может быть, еще до осени он решит и процветет. Это что у него? Корешки, что ли? Я воткнула вот так 3 орхидейные подпорки. И вот так вот, девочки, накручиваю его по спирали. Это что-то. И вот смотрите, такой огромный. Он, конечно, младше по возрасту. Ему, чтобы вы понимали, наверное, лет этак 8-10. Ну да, скорее 8. И вот он за 8 лет вот такое вот чудо-юдо. Показывала вам уже несколько раз. Вот его дитё. Так оно и не нашло свою мамочку-хозяйку. Если кто-то захочет, пожалуйста, пишите. Кто в Украине живет, я вам отошлю. Будет у вас вот такой красавчик. Это максимум горшка, который я ему предложила. Недавно я ему досыпала земли. Дело в том, что я... сейчас, девчонки. Я туда вот так проникла руками. Вот видите, новая земля. Я туда проникла, и там уже просто земля была, ну, вот глубоко-глубоко, и там сверху были одни корни. И я вот так раздвинула эти заросли, и при помощи ложечки насыпала ему универсального грунта. Я говорю, красавчик. Но каждый год, раз в год, где-то в конце февраля я своим хоем, вот этим большим 2 и вообще своим цветам добавляю, ребята, осмокот. Добавила там определенное количество, кто больше, там и столовую ложку, кто меньше, чуть меньше, добавила и забыла. И можно потом поливать поливочной водой обычной, без добавления чего-либо. Но по желанию можно чем-то и угостить. И вот растет моя декоративно-лиственная шапка сумасшедших размеров. У меня всегда проблема, когда наступают заморозки, лоджия неотапливаемая. Это вот мое упущение при ремонте. Надо было здесь провести каким-то образом отопление. Но это, в принципе, запрещено по закону. Только жилые помещения отапливаются. Это является нежилым помещением. Вот тут вот сухие прям ветки. Когда-то ломались усики. И здесь у меня температура в морозы может опуститься до 5 градусов. Вот как-то я боюсь оставлять здесь хои, даже взрослые, и вообще какие-либо цветы. Такие мои дела зеленые. Дела зеленые, дела молодые, дела растительные. Ой, нравятся мне, конечно, хои своими этими листьями. Вы знаете, публикалисы тоже неплохие, но они величественные. Величественные, большие. Маленьким, конечно, не будет. Будет вот такой большой. Шикарный. Шикарный. Но интерьер, конечно, он украсит. Он сам формируется здесь сам по себе. Он, когда стрелки туда кидает, усы. Ой, девочки, аппарат чуть не уронила. Когда усы кидает, я вам показывала, как он выбросил ус. За ним пошел 2-й, 3-й, друг на друга накрутились. Я быстренько сняла его и вот перенаправила. Думаю, он, конечно, не обрадовался этому делу. Ну все, друзья мои, показала вам свои хоечки. Иду ставить их на место. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всех обнимаю. Пока-пока.